Тоже должна меня понять. Я прихожу... Я а тут- тебя понимаю. Я тебя очень хорошо. Итак, начинаем с первого вопроса. У меня складывается такое ощущение, что все люди, с которыми я сталкиваюсь, глупее меня. Проблема в людях или во мне? Проблема в том, что иногда мы недооцениваем других и не признаем их права на собственный выбор, как и до каких пределов их развиваться. У каждого свой порог комфортной зоны развития. Кто-то постоянно тянется к новым знаниям, а кому-то достаточно малого. Но и это далеко не означает глупость этого человека. Постарайтесь подмечать хорошие качества людей, которые нас окружают. Наблюдайте за ними, учитесь у них чему-то. Развивайтесь по выбранному вами сценарию и позволяйте другим людям делать то же самое. Вам станет комфортнее от общения с этими людьми. Следующий вопросик. Хочу изменить себя, стать личностью с большой буквы, быть для всех интересным человеком, но ничего для этого не делаю. Как пересилить и заставить себя? Давайте для начала отбросим в сторону понятия «личность» и «интересный человек». И поймите, кто вы, куда вы идете, чего вам хочется и чем вы вообще хотите заниматься. Не нужно анализировать чужую жизнь и фантазировать о том, какие все вокруг вас интересные и самодостаточные. Особенно часто приходят такие мысли, когда вы просматриваете ленту в соцсетях. Поэтому старайтесь тратить на это поменьше времени. Вообще идеальным будет, если вы перестанете сравнивать себя с другими. Начните развивать критическое мышление. Читайте хорошую, проверенную временем литературу и обязательно отслеживайте свое отношение к прочитанному. Если автор успешен и авторитетен, это вовсе не значит, что вы должны быть с ним согласны. Кстати, это одна из проблем современного общества. Формируйте свое мнение, анализируйте, проверяйте информацию. Учитесь не соглашаться и дискутировать. И обязательно найдите для себя, в какую сторону вы хотите развиваться. Интересный человек — это довольно-таки размытое понятие, а вот то, насколько человек развит, можно отследить. Развивайтесь и вы в интересных для вас направлениях и перенимайте что-то у других людей. И не бойтесь выходить из собственной зоны комфорта, даже если это страшно. Это базовые шаги, необходимые для становления личности. Так, следующий вопрос. Мне страшно высказывать свое мнение, потому что я боюсь возражений. Что делать? Это в первую очередь страх социального осуждения. Чтобы не бояться возражений, нужно быть уверенным в своем мнении. Для этого понимать, почему вы считаете именно так, а не иначе. Потому что я так вижу, и точка тоже сгодится. Правда, иногда. Возражения всегда были и будут, конструктивные или нет, поэтому нужно просто к ним привыкнуть и научиться чувствовать, что отвечать. В какой форме и каким тоном. А в некоторых случаях лучше бы вовсе не отвечать или просто улыбнуться и уйти. Возражение — это лишь безобидное мнение другого человека, которое имеет на него право. Осознайте, что на любой вопрос существует множество точек зрения. И примите это как, например, многообразие разрезов глаза. Есть такие, есть такие. А еще из возражений можно извлечь пользу. Почему-то ведь ваш собеседник считает так, а не иначе. Но для этого нужно будет поменять привычную точку зрения на сопротивление и взглянуть на ситуацию глазами оппонента. Возможно, стоит вступить с ним в диалог и узнать что-то новое для себя. А конструктивную критику воспринимайте как возможность улучшить себя. Как научиться брать себя в руки и выполнять нужные задачи вовремя? Совесть мучает, но я продолжаю срывать все сроки. Для прокрастинации на самом деле есть много причин. Например, страх неудачи или уверенность, что предстоящее занятие скучное. Хотя так называемый синдром завтра — это проблема очень многих людей.
И причины у всех этих людей разные. Ну вот несколько советов могу вам дать. Организуйте свой день, составьте план и запишите его. Между делами находите время для отдыха. Во время таких пауз вы будете действовать более расслабленно и не тревожиться. Устраивайте себе полуотдых. То есть это полезные, но приятные для вас вещи, типа чтения любимой литературы или изучения языка. Проанализируйте, что вас больше всего волнует. Страх критики или страх ошибки? А может, страх успеха? И такое бывает. Попытайтесь найти причину и проработайте ее. Сами или с психологом. Прокрастинация отнимает больше сил и нервов, чем важные дела. Селит нас чувство вины и стыда, заставляет тревожиться. Зачем нам это все нужно? Ну, это серьезная очень тема, и более детально на этот вопрос мы уже рассматривали в каком-то из роликов. Постараюсь найти ссылку и оставить под видео. Следующее. Как понять, чего я вообще хочу? У меня нет никаких увлечений, нет никаких целей. Первый шаг – перестать сравнивать себя с другими людьми. Возьмите передышку в поисках себя и потратьте это время с пользой. Отделите собственные желания от тех желаний, которые были вам навязаны вашими родителями и друзьями. Для этого возьмите листик бумаги, ручку и составьте список занятий, которые больше всего вам не нравятся. И подумайте, почему они вам не нравятся. Потом возьмите и составьте список того, что вам по душе. Только не анализируйте, насколько это хобби популярное и престижное. Просто пишите то, что вам по душе, и то, что вам приходит в голову. Перечитайте список и напротив каждого занятия постарайтесь написать его смысл для вас. Учитывая эти факты, выберите из списка наиболее привлекательные для вас занятия и попробуйте. Вам может быть неприятно и страшно. Это так проявляется боязнь ошибиться с выбором и внутреннее сопротивление. Но это нормально. Разоблачите свой страх, скажите ему: «Привет, я тебя вижу». И не слушайте тех, кто торопит вас с выбором и самореализацией в первую очередь. Двигайтесь в своем темпе. Не подойдет выбранное занятие, вернитесь к списку и попробуйте следующее. И еще. Не гонитесь за великой целью. Главное — наполнить жизнь смыслом, соответствующим вашим желаниям. Главное — не сдаться. Пробуйте. Попытка не может навредить, она заставит мобилизоваться вас, покажет вам, где есть проблемы, что можно нагнать в этом вопросе, а что нет. Ну, не идите за ленью, естественно. Попробуйте пойти за мечтой и желаниями. И, конечно, разобравшись в том, чего вы хотите, направьте на это все свои усилия. Да, это потребует максимального напряжения, но разве результат не будет стоить затраченных усилий? Люди обычно больше жалеют о том, что не смогли решиться, чем об ошибках. Не бойтесь ошибаться, исполняйте свои желания. Спросите себя, что нужно для этого, и начните готовиться. Сфокусируйтесь на цели, это поможет вам победить лень. Что делать, если я не умею принимать комплименты? Когда меня хвалят, я отшучиваюсь или перевожу тему на другой. Увы, это не единственный случай. Но давайте честно, 2/3 из нас относятся к разряду средних в каждой отдельно взятой сфере. Наша реакция на комплименты — это отражение нашей самооценки. Если самооценка занижена, то комплименты вызывают у нас внутренние противоречия. Низкая самооценка — это как слабый иммунитет. Он делает нас незащищенными от ежедневных мелких неудач. Достаточно одного косого взгляда, глупой шутки или ошибки в презентации,
чтобы почувствовать себя худшим из худших. Все это, в общем, и провоцирует дискомфорт. Вовсе не обязательно, что у вас низкая самооценка в целом. Возможно, ее дефицит в конкретных областях. Подумайте о том, вам неловко принимать комплименты всегда или при определенных обстоятельствах. Возможно, на это как-то влияют возраст, пол, статус этих людей. Что можно сделать, чтобы измениться? Проанализируйте это, вам откроется много интересного. И все же, почему мы не любим комплименты? Люди с низкой самооценкой часто охотнее слушают отрицательные отзывы, чем комплименты, потому что это больше соответствует их мнению о самих себе. Низкая самооценка наделяет поразительной сопротивляемостью положительному опыту и информации. А ведь именно такая обратная связь может восстановить чувство собственного достоинства и уверенности в собственных силах. Но хотя мы нуждаемся в этой информации больше всего на свете, низкая самооценка не дает нам ее принимать. А наоборот, заставляет закрывать уши и даже спасаться бегством в большинстве случаев. Почему так происходит? При хронической низкой самооценке чувство, собственно, никчемности становится частью личности. Мы привыкаем к нему и ощущаем себя с ним вполне комфортно. Психологам давно уже известно, что информация, которая укладывается в рамках существующего у нас мировоззрения, воспринимается как более убедительное, а сведения, значительно расходящиеся с нашими убеждениями, обычно отвергаются. Если мы считаем себя непривлекательными, нам гораздо проще принимать комплименты «сегодня ты неплохо выглядишь», чем от твоей красоты дух захватывает. Давайте я вам приведу одну историю, так называемый кейс. Был один клиент, назовем его Денис, у которого были очень сложные отношения с его друзьями и женщинами. Его так называемые друзья забывали приглашать его на вечеринки, безжалостно его критиковали и при этом нагло занимали у него крупные суммы денег и порой не возвращали. Вдобавок Денис отчаянно стремился найти женщину, которая стала бы его женой, но здесь друзья в большинстве мешали ему, чем помогали. Он пытался заговорить с девушками на вечеринках, но приятели все портили своими идиотскими шутками над его никчемностью. Когда Денис пришел на сеанс, он рассказал, что он находится в сильной зависимости от всевозможных тренингов личностного роста. Дошло до того, что он даже приобрел специальное приспособление, которое корректировало его мозговые волны. Это модная тема сейчас. Во сне. Но единственное, что было скорректировано, это его, естественно, банковский счет. Он прослушал огромное количество сообщений, нацеленных на подсознание, таких как «я достоин лучшего» и «для меня нет ничего невозможного». Но когда женщины опрометчиво делали ему комплименты, считая его милым, добрым, заботливым, он сразу же уходил в себя. Основная договорка, которую он всегда с возмущением внутри себя произносил, это было то, что она ведь меня совершенно не знает. Она даже не представляет, какие у меня могут быть проблемы. Затем Денис неосознанно прилагал максимальное количество усилий, чтобы продемонстрировать, как он на самом деле себя ведет, после чего женщины обычно от него уходили. Почему же он позволял своим друзьям так с ним обращаться? Люди с низкой самооценкой редко идут на конфликт с другими людьми и с большим трудом принимают решение о прекращении деструктивных отношений, которые, естественно, приносят им больше вреда, чем пользы. Позиция, которая выражается словами «не до жиру быть живым» или «бери, что дают», не позволяет предпринимать никаких активных действий. Мы убеждены
что установка границ, предъявление требований или заявление о своих ожиданиях, пусть даже вполне разумных и нисколько не завышенных, повлекут за собой немедленное отвержение другими людьми. Само собой, другие быстро замечают, что мы редко берем на себя инициативу, не любим возражать и протестовать, что в их глазах делает нас менее ценными. Со временем они и вовсе перестают думать о наших чувствах и наших потребностях. Проблема Дениса заключается в том, что некоторые друзья действительно могли его бросить, если бы он потребовал уважения к своей личности. Некоторые, но не все. Я постарался объяснить ему, что разговор на чистоту будет неким индикатором, который проверит качество его дружеских отношений. Те, кому он не безразличен, согласятся с его возражениями и начнут относиться к нему с большим уважением. Те же, кто не готов его понимать и принимать, не заслуживают называться друзьями. Я, конечно, сильно сомневаюсь, что все друзья Дениса были эгоистами и манипуляторами, хотя, конечно, они вряд ли заслуживают Нобелевской премии мира и дружбы. Большинство из нас прикладывают ровно столько усилий, сколько требует ситуация. Если небольшой порции заботы и внимания вполне хватает, и нам позволено брать, не давая почти ничего взамен, то мы и будем так поступать. Дело не в том, что мы плохие. Просто мы не привыкли делать больше, чем нужно. Если бы от нас требовалось бы больше, мы старались бы делать больше и лучше. По большому счету, это справедливо для всех отношений. Как избавиться от низкой самооценки? Определите свои сильные стороны и настройтесь отстаивать свою ценность. Второе. Уймите критические голоса в собственной голове. Все мы переживаем неудачи, стыд, унижение, отвержение, и ругать себя за это просто глупо. Выберите одно такое событие и детально опишите, что приключилось и как вы себя чувствовали. Как всякий человек с заниженной самооценкой, вы наверняка при этом сгущаете краски. Теперь вообразите, что все это случилось не с вами, а с близким человеком. Вам больно наблюдать за его страданием, поэтому вы решаетесь написать ему письмо, чтобы он почувствовал себя легче. Постарайтесь выразить в нем всю свою доброту, понимание, заботу. Напишите, что вы разделяете его чувства, и не забудьте упомянуть, что он заслуживает сопереживания и поддержки. Еще раз опишите то же событие, но теперь только факты и максимально объективно. Например, расскажите, как совершили несколько ошибок, но не пишите, что коллеги из-за этого потеряли к вам уважение. Как бы они ни реагировали, надо помнить, что низкая самооценка заставляет нас истолковывать выражения лиц и жесты других людей чересчур негативно. Третье. Начните действовать. Подавляющее большинство статей, книг, тренингов, которые обещают избавить нас от ощущения беспомощности и неуважения к себе, упускают из вида одну вещь. Уверенность в себе — это не чувство, а качество. И сформировать его возможно не визуализацией или аффирмациями, а только действием. Необходимо начинать с задачи, решение которой нам не кажется самым сложным. Если вы все-таки потерпите неудачу, ее последствия не будут для вас слишком тяжелыми. Нужно сначала собрать как можно больше информации о способах достижения поставленной цели и разработать план, которым вы будете
которого вы будете придерживаться. Расположите все моменты, когда низкая самооценка не позволяла вам отстоять себя. Расположите их в определенном порядке. Оцените шансы на успех и степень тяжести последствий в случае неудачи. Также обязательно необходимо помнить, что приобретение уверенности в себе – это процесс, а не одномоментное действие. Нужно быть готовым к тому, что не все усилия принесут быстрые плоды, и что необходимо проявлять терпение и настойчивость. Каждая неудача будет учить вас тому, что вы начнете разрабатывать более эффективные планы действий. Справившись с первым пунктом вашего плана, следует использовать приливы воодушевления, которые у вас возникают, для решения следующих задач. Нужно действовать, пока воспоминания об успехе еще свежи. Конечно, должно пройти время, прежде чем наш эмоциональный иммунитет окрепнет, и тогда мы начнем действовать более эффективно. Однако с каждым маленьким триумфом, с любым маленьким, мы становимся все сильнее и сильнее. И еще один, хотя бы банальный, но эффективный совет для поднятия самооценки. Напишите список своих хороших качеств. Когда мы пишем такие списки, нейроны в нашей голове выстраиваются определенным образом. И после того, как мы слышим комплимент, мозг воспринимает записанное, и мы уже не удивляемся похвале. Ведь мы и сами считаем о себе так же, а значит, неловкость не возникает. Я стал часто ловить себя, что для каждого человека у меня разные модели поведения. Получается, я лицемерка. Хорошая новость, скорее всего, у вас просто высокий социальный интеллект. Это способность распознавать эмоции других и вести себя сообразно той ситуации, в которую вы попали. У каждого из нас своя социальная роль. Как бы мы хотим этого или не хотим. И эта роль постоянно отличается для разных людей. Никто не будет общаться с мамой как с начальницей, да? Или с начальницей как подружкой в кафе. Но чем выше социальный интеллект, тем больше таких ролей он может охватывать. В первую очередь это достоинство, а не недостаток. Главное, чтобы от ваших действий не страдали ни другие люди, ни вы. Прислушайтесь к себе. Комфортно ли вам в этих социальных ролях? И так будет просто проще отделить себя от роли. Есть роль, а есть я настоящий. Да? Кстати, хорошо известно, что люди с более высоким социальным интеллектом лучше спорят. Слушают чужую точку зрения и изучают ее, а не пытаются возвыситься за счет собеседника. Другими словами, это можно описать как умение соображать, что к чему. Это подразумевает эмпатию, умение почувствовать, что испытывает другой человек. Понимать его или ее точку зрения и уметь легко, непринужденно вести эффективную коммуникацию. Это подразумевает, что вы знаете, что испытывает человек, и действуете в соответствии с этим. Идем дальше. Как побороть бытовую лень? Мне даже стыдно звать гостей, потому что в квартире не убрано. Задумайтесь для начала над причинами лени. Часто бытовые дела воспринимаются как скучные и монотонные. По большей части это такие, да? Но реальность такова, что заниматься скучными делами периодически необходимо, хотим мы этого или не хотим. И это вовсе не значит, что нет способов разнообразить этот процесс. Найдите положительные стороны уборки. Дополнительная физическая активность, избавление от тревоги и чувства вины. А еще воздух станет чище, и селфи будут ваши красивее. Да?
Поставьте фоном звучащую музыку или там видео какое-нибудь, или подкаст. То, что доставляет вам удовольствие. Позвоните своим родным и близким, для связи с которыми вы не находили время. Поставьте вызов на громкую связь и вперед. Разговаривая с ними, вы занимаетесь уборкой. По завершению обязательно наградите себя часом полезного бездействия, безделья, с чувством выполненного долга. Поваляйтесь там на диванчике. После нескольких таких уборок вы просто втянетесь в этот процесс, и все будет в порядке. И еще несколько действенных советов на каждый день, как избавиться от лени. Делайте хотя бы одно важное, неприятное дело с самого утра, пока головушка ваша свежа. Делайте неприятную сложную работу каждый день, чтобы постепенно привыкнуть и втянуться. Найдите себе друга по несчастью, с которым вы будете делать вместе неприятные дела. Записывайте все неприятные дела, которые нужно сделать, и вычеркивайте их по мере реализации. Радуйтесь сделанным неприятным делам, хвалите себя за это. Хвалите себя за каждое действие, которое вы выполнили. И неважно, это сложное, важное или несложное и неважное дело. Вот интересный вопрос. Я постоянно вру по поводу и без, сама того не замечая. Вру всем, коллегам, шефу, подчиненным, родственникам, всем людям. Это получается спонтанно. Я люблю приукрашивать те или иные события. Как мне избавиться от этой привычки? Во-первых, можно сказать, что вранье, как правило, связано с самозащитой человека от каких-то внутренних страхов. Сейчас, одну секундочку. От каких-то внутренних страхов. А вот каких стоит в этом разбираться? У каждого человека это индивидуально. Однозначно ложь помогает вам выжить, иначе бы вы не врали. Подумайте, от чего она вас спасает. Возможно, вы используете ложь для того, чтобы поднять собственную самооценку в глазах окружающих. То есть показать себя такими, какими бы вам хотелось бы быть, а не такой, как вы есть на самом деле. Возможно, чтобы скрыть свои промахи и ошибки, а может, вас просто не удовлетворяет та жизнь, которой вы живете, и лучшим выходом из ситуации считаете жизнь в придуманном вами мире. По большому счету, может быть масса причин лжи, но вся беда в том, что ложь не решает проблемы. Она только усугубляет и добавляет, естественно, новое. Да? Во-вторых, важно понять, откуда такая привычка взялась. От какой правды вы бежите и почему. Может быть, вас не устраивает что-то в вашей жизни, и вы чего-то стыдитесь. Или чувствуете, что правда недостаточно интересна, чтобы делиться ею с друзьями. Поразмышляйте, и вы обязательно найдете ответ. И помните, если вы не хотите сообщать какую-то информацию, то вы имеете полное право ее не сообщать. Вместо того, чтобы врать, например, можно мягко перевести разговор на другую тему. Как помочь себе, если на душе тревожно, а все успокоительные уже выпиты? Если вы замечаете, что постоянно заняты борьбой с негативными мыслями, что вы часто напряжены и испытываете беспокойство, то, возможно, у вас тревожное расстройство. Диагноз тревожное расстройство ставится каждому 12-му, а каждый 10-й страдает сочетанием тревоги и депрессии. Если симптомы тревожного расстройства не лечить, то это заметно скажется на повседневной жизни человека. Возобновляющие депрессии, трудности со сном, ослабление иммунитета создают проблемы в области физического здоровья, в работе, в личных отношениях. Если жалобы выявляются раньше и начинается лечение, то воздействие тревожного расстройства на человека можно значительно понизить.
Ну, давайте разберемся, в чем разница между стрессом и тревогой. Давление обстоятельств, стресс, да, так называемый, это нормальная часть жизни. Она помогает человеку мобилизоваться и начать действовать. Обеспечит прилив энергии и стремление к достижению результата. Но если вы действительно захлебнулись стрессом, то у вас могут появиться такие психологические жалобы, как тревога. Важно разобраться, в чем причина вашей тревоги, так как лекарства, и растительные в том числе, это не решение проблемы, а способ избавиться от ее симптомов. Мы не тревожимся по большому счету просто так, без повода. Да? Любому чувству есть объяснение. И здесь важно учитывать, что мы не всегда можем помочь себе сами, без посторонней помощи. Долгие и безуспешные попытки справиться в одиночку с такими состояниями могут привести к неприятным последствиям, вроде панических атак. Поберегите себя, обратитесь к психологу, который, если увидит необходимость, направит вас к нужному специалисту. И будьте здоровы. Так, можно ли справиться с неуверенностью? Я, в принципе, достаточно богатый и успешный человек, но все равно не верю в свои силы. Самооценка, как ни странно, не всегда зависит от реальных достижений. Заниженная самооценка как раз порождает чувство неуверенности, страха провала в будущем. Она складывается из двух аспектов. Когнитивного – это ваше знание о себе, и эмоционального – это мера удовлетворенности собой. Откуда же может брать корни ваша неуверенность, то есть нарушение эмоционального аспекта самооценки? Семейное воспитание – это в первую очередь. Как часто вас хвалили и ругали? Какие ценности вам прививали? Педагогическое воздействие. Как вы учились и как к этому относились родители, ученики, сверстники, учителя. Социальное окружение. Какие установки и принципы имеются у близких вам людей. Давайте немножко поподробнее этот момент рассмотрим. Фундамент нашей самооценки закладывается в раннем детстве. Прочность этого фундамента зависит напрямую от того, как человека воспринимали родители, какими глазами на него они смотрели. Если с рождения малыш был для них источником радости, они искренне любовались им, хвалили и праздновали его достижения, ребенок будет чувствовать себя значимым и, безусловно, любимым. Если же родительская любовь была условна, если мама или папа постоянно критиковали ребенка, ты плохой, неряшливый, глупый и так далее, и сравнивали его с другими детьми, он вырастет с ощущением, что он недостаточно хорош. Во взрослом возрасте он будет стараться скрыть свою никчемность и делать все, чтобы добиться одобрения окружающих. Если фундамент изначально был непрочным, с зияющими дырами на том месте, где должна была быть уверенность в себе и ощущение собственной ценности, построить на нем что-то стабильное будет очень трудно. Конечно, в формировании самооценки участвуют не только родители, и в течение жизни мы получаем массу обратной связи о том, какие мы, в чем наши сильные и слабые стороны. Если авторы этих высказываний авторитетны для нас, их мнение ляжет очередным кирпичиком на основу нашего знания о себе. Позже на этот фундамент укладываются наши достижения и успех. Верхняя часть этого здания – это способность человека принимать себя, не отвергать неудобные и нелюбимые стороны своей личности. Во взрослую жизнь мы приходим с большим багажом установок и слов, сказанных в наш адрес ранее. Да? Нужно проанализировать свое прошлое. Какие люди могли на нас повлиять, а кто и как нас поддерживал. Ищите также и в настоящем, в своем окружении. Кто окружает вас сейчас? Что вы слышите о себе в большинстве случаев? Бороться с неуверенностью можно
и нужно, и это даст вам необходимый ресурс, чтобы идти вперед. Трачу целые дни на бесцельное листание интернет-страниц, Facebook, ВКонтакте, Инстаграм. Как бы избавиться от этой зависимости? Любую привычку можно искоренить. Но для этого решите для себя, зачем вам это нужно и какую выгоду это принесет именно вам. Представьте это в красках, вдохновитесь и ставьте пару-тройку правил, за нарушение которых вам было бы стыдно перед собой. Ну, например, таких, как не берите телефон с собой в туалет. Да-да. А положите там журнал, справочник или энциклопедию. То, что можно открыть на любой странице и читать, узнавая что-то новое и интересное. Не притрагивайтесь к телефону в течение часа после пробуждения. Вместо этого выпейте водички, сделайте зарядку, приберитесь. Ну а награда за это будет возможность воспользоваться телефоном немножко позже. Перед сном намажьте руки кремом погуще и без всяких гаджетов осмыслите в тишине прошедший день. Волевым усилием подпишитесь хотя бы от половины бесполезных пабликов, а взамен им подпишитесь на полезные и познавательные для вас. Это точно сократит время на просмотр ленты. В общем, это проверено. Не включайте смартфон постоянно каждые 2 минуты. Так, следующее. Это нормально, что мне не грустно, когда погиб дорогой для меня человек. Сейчас еще раз. Это нормально, что мне не грустно, когда погиб дорогой для меня человек. Но мы с детства слышим, что должны или не должны испытывать то или иное чувство в определенных обстоятельствах. Но люди не могут одинаково реагировать на все. Хотя бы потому, что у каждого из нас разные темпераменты и пороги чувствительности. А еще у нас есть сильные защитные механизмы, которые в момент горя могут блокировать проявление горечи утраты. Иногда мы сами запрещаем себе переживать, откладываем чувства на потом. В общем, они так и остаются невыраженными. Это не очень хорошо, потому что эмоции лучше выплеснуть сразу же. Пусть это будет не традиционные слезы, а смех, крик. Главное не держать это все в себе. Ну, если вы задаетесь таким вопросом, нельзя сказать, что вы не чувствуете ничего. Скорее всего, вы ощущаете стыд, боясь быть ненормальным. Отпустите эту мысль, не оценивайте себя, и тогда вы сможете понять, что вы действительно чувствуете. Так, следующее. У нас с женой недавно родился ребенок, но я не чувствую любви к нему. Я плохой отец. Ну, скажем так, после рождения ребенка каждая 10-я мать чувствует страх перед новой главой своей жизни. И это при так называемом материнском инстинкте. Что уже говорить об отцах. К тому же, как правило, молодые родители держат это в секрете, стараясь, страдая от чувства неполноценности в новой роли. Тем более в нашей культуре есть стереотипы, что родители должны чуть ли не со дня зачатия, безусловно, обожать своего малыша. Это культурное давление портит жизнь новоиспеченным мамам и папам. Плюс папа чувствует ответственность, боясь сделать что-то не так, зачастую дистанцируется от ребенка, а сознание блокирует чувства. Поэтому и кажется, что чувства нет. Но это все ни в коем случае не означает, что вы плохой отец. Просто не сравнивайте себя с мифической нормой. Заботьтесь о малыше, и любовь придет сама. Хорошо, если у папы с первых же дней появятся свои персональные обязанности по уходу за малышом. Например, вечерняя ванна или массаж. При этом маме необходимо доверять своему партнеру. И если уж она оставляет малыша на папу или поручает какое-то задание, то не следует перепроверять, контролировать и стоять над душой. Как мама, так и папа
абсолютно равноценны в плане ответственности за ребенка. Ну, многие папы ждут, что у них появится желание заниматься с детьми, когда те немножко подрастут, чтобы было более интересно. Вместе играть, кататься на велосипеде, делать какие-то там изделия. Но важно понимать, что этот интерес никогда не будет как взрослому человеку. Чтобы появился интерес к ребенку, его необходимо наблюдать в динамике. Сначала учиться взаимодействовать с ним, с ничего еще не умеющим, не дающим никакой обратной связи грудничком, затем получать в ответ первые улыбки, замечать, как маленький человек начинает узнавать и радоваться при встрече с вами. Для того, чтобы это увидеть, необходимо быть в ежедневном контакте, научиться замечать полутона, оттенки, освоить новый для себя язык взглядов и интонаций. Это может быть непросто. Где-то скучно, иногда рутина, но важно приложить усилия, и тогда мужчина сможет почувствовать настоящую любовь и привязанность к своим детям. А они, в свою очередь, одарят его чувствами, которых он никогда не ощущал в отношениях с кем бы то ни было другим. Как перестать кричать на своих детей? Чувствую, что становлюсь похожа на свою жесткую мать. Для начала расслабьтесь. Идеальных родителей не бывает. Не нужно двигаться в этом направлении. Вы осознаете, что действуете неправильно, вас уже можно похвалить. А теперь составьте для себя систему правил и наказаний за подобные срывы. Представьте, что ваше поведение может навредить развитию детей. Вы ведь это ж не хотите, да? Если родители разговаривают с ребенком преимущественно криком, что я тебе сказал, там, а ну быстро, то они регулярно запугивают ребенка. У него подсознательно закладываются страхи, что потом обязательно негативно отразится на его взрослой жизни. У живущего в атмосфере раздражения и гнева ребенка, когда его передавливают криком, заниженная самооценка, вплоть до формирования комплекса неполноценности. Поэтому окрик как предупреждение «да», крик «нет». Ребенок до 7 лет не умеет испытывать одновременно две эмоции. Даже если вы орете не своим голосом, он все равно вас любит. Только у него будет дисгармония в любви. Ребенок будет думать, что любить, беспокоиться о ком-то, переживать за кого-то — это значит кричать. И потом со своим спутником жизни и детьми он будет вести себя таким же образом. Существует парадокс. Мы кричим только на тех, кому доверяем. И при этом теряем доверие тех, на кого мы кричим. Вы готовы лишиться доверия самых дорогих для вас людей? Частый крик родителей чреват тем, что ребенок будет прятать эмоции свои. Последствия плачевные. Лучше пусть позлится, топнет ножкой. Расскажите ему, что он злится, гневается. Называйте эмоции. Он имеет право их переживать. И тем более после этого он справится с ней. Крик оправдан только в одном случае. Этот случай — опасность для его жизни. Ключ к решению проблемы — ваши отношения с матерью. Попытайтесь поговорить с ней о своем детстве и честно обсудите то, каково вам было, что вы чувствовали в момент ее срывов. Примите факт, что вы проецируете образ мамы на себя. То есть приравнивайте себя к ней. Составьте перечень хороших качеств и постарайтесь их перенимать, периодически освежая собственную голову. Ну ладно, а теперь давайте я вам дам небольшой алгоритм действий, если вы сорветесь и накричите. Делаем перемотку. Объясните, что был напряженный день,
что вы устали, поэтому не сдержались и накричали. Извинитесь, если вы не правы. Объясните, будьте внимательны, говорите, что вы испытывали в этой ситуации. Твое поведение, твоя реакция, твой поступок не ты, а именно поведение, реакция, поступок меня разозлил. Если критиковать непосредственно ребенка, то у него со временем может сформироваться комплекс неполноценности. Теперь нужно сделать наладку, наладить отношения. То, что ты так поступил, нехорошо, но мне не стоило повышать на тебя голос. Повтор записи. Я расстроена, потому что ты сделал так. Ребенок имеет право на прощение в виде налаживания диалога. Если ваше чадо нашалило не по-детски, не надо сразу принимать его извинения. Надо разобраться в ситуации. Понять, почему на самом деле и что пошло не так, как должно было бы быть. Взгляните на ситуацию с разных сторон. Помните о том, что на людях вы должны всегда быть на стороне своего ребенка. Выясняйте отношения только наедине. И вообще ругать ребенка при посторонних, его друзьях, например, вы унижаете свое любимое чадо. Что делать, чтобы не кричать? Для начала договоритесь с ребенком, чтобы он давал вам знак, когда вы будете повышать голос. Пусть он скажет: мама там, или папа, не кричи на меня, пожалуйста. Поднимет руку или щелкнет там пальцем. Да, даст любой знак, что вы уже превысили допустимый уровень децибел. Установите правило, там, что придя домой, вы идете сразу мыть руки. Там, ровно в 9 часов дня, то есть ровно в 9 часов вечера вы ложитесь спать. Правила касаются здоровья, безопасности и границ. Да? Они нужны для того, чтобы ребенок стал полноценным членом общества. За несоблюдение правил следует 2 предупреждения. При отсутствии реакции на 2-е предупреждение следует наказание. Лишение планшета, например, на целый день, на сладости или общение с друзьями. В общем, придумайте сами. Наказание должно быть адекватным. Ни в коем случае не физическим и никаких иди в угол. Если в вашем случае работает стульчик и посиди в своей комнате, то тут следует помнить о правиле: сколько лет, столько и минут действует наказание. Если ребенку 3 года, то на стульчике ему сидеть не больше 3 минут. Если никак не получается избавиться от крика, попросите близких заснять вас кричащими на своего ребенка. После просмотра такого видео вы никогда больше не будете повышать голос. Или представьте, что ваш злейший враг кричит на вашего чада этими же словами. Какие у вас будут ощущения при этом? Или представьте, как ваш ребенок рассказывает о своем детстве и вспоминает вот как раз эту ситуацию, когда мама накричала на него или отругала на глазах у людей. Хотите вы такого? Или примите для себя постулат: женщина в априори никогда не кричит. Вы принцесса, королева, вы никогда ни на кого не повышаете голос. Или в ситуациях, когда очень хочется накричать, начинайте издавать животные крики, там, гав-гав-гав, или мяу, и так далее. А ситуация при этом сразу же сойдет на нет. Очень часто кричат те, кто не уделяет себе должного внимания. В списке личностных приоритетов очередность должна быть такова: я супруг, дети, работа. Или я жена, дети, работа. Начните уделять внимание себе, и вы, возможно, довольны или довольная собой и жизнью, перестанете срываться.